Добрый день! Меня не было 2 дня, как вы заметили, на моем канале выходили новости Брюхановой. Кстати, подпишитесь на ее канал. А у меня была уважительная причина. У нас с Катей родилась дочь. Вчера, рано утром. Назвали мы дочь Лерой. Кто видел в Твиттере и меня поздравил, всем спасибо. Кто напишет здесь, тоже спасибо. Вот так вот. Ну ладно, теперь давайте к сегодняшнему ролику. Сегодня люди по обе стороны границы гадают о планах Кремля. Дескать, чего они собираются дальше-то делать? Объявлять войну и мобилизацию? Бросать ядерную бомбу? Наступать из Приднестровья? Затягивать в активные боевые действия Лукашенко? Или, может, попытаются закрепиться на занятых рубежах и объявить там новые народные республики? Каким будет следующий шаг? Ведь громко анонсированная битва за Донбасс, мягко говоря, не вышла. Мы получили лишь более интенсивные позиционные бои. Но никакой конкретной спецоперации, и уж тем более крупнейшего сражения со времен Второй мировой, не случилось. Нового шага ждут. Гадают о нем все, кто понимает, что время работает на Украину. Каждый день она получает все больше оружия, каждый день ее солдаты учатся его использовать, каждый день создаются новые формирования и соединения, оснащенные современной импортной техникой и вооружением. Тем временем агрессор может рассчитывать лишь на себя, и с каждым днем войны он ресурсы теряет, причем часто теряет невосполнимо. Если следующего шага не будет, если относиться ко всему как к очередному экономическому кризису, мол, оно само как-нибудь рассосется, то в обозримой перспективе российские силы ослабнут, а украинские достаточно усилятся для контрнаступления, которое приведет к военному поражению путинской армии. То есть сейчас, в отличие от того, что было в феврале и марте, речь уже не идет о том, достигнет ли Путин своих целей в Украине, сможет ли захватить Киев и поставить марионеточный режим. Речь идет о том, как именно он проиграет, сумев сохранить лицо и оставив себе хоть какие-то трофеи из числа чужих земель, или его войска будут выброшены со всей украинской территории, включая, может быть, даже и Крым. Проблема всех рассуждений о планах Путина, его окружения, высшего военного и политического руководства состоит в том, что планов таких быть не может. Никто из тех, кто принимал решение о вторжении в Украину, не мог себя представить в нынешней ситуации. Никто из них в худшей своей гипотезе не мог подумать, что спустя 2,5 месяца в начале мая, накануне Дня Победы, российские войска будут топтаться на Донбассе, разменивая с ВСУ туда-обратно по 2 поселка в неделю. Многие тысячи, если уже не десятки тысяч погибших и раненых, уничтожены и захвачены сотни танков, тысячи единиц техники просто разбито. Ничего из этого ни Путин, ни его генералы представить себе не могли. Откуда мы знаем точно, почему они не могли? Потому что если бы они хоть кто-то из них вообще мог бы вообразить такое 5 мая, то никакой войны просто бы не было. Никто добровольно не загоняет себя в ситуацию, выхода из которой нет ни вперед, ни назад. Выиграть невозможно, отступить немыслимо. Тем более, тот режим, который мы наблюдали все эти 22 года, он всегда уклонялся от окончательных решений, всегда оставлял себе место для маневра и адаптировался к ситуации. Никогда не покупал билет в один конец, короче говоря. Плана не может быть, потому что никто не строит планы на невозможные ситуации. Никто же всерьез не готовится к нашествию зомби или вторжению пришельцев. Так и люди, которые в мыслях уже делили подряды на укладку плитки в Киеве, не строили планов на случившееся. Случилось то, чего не могло быть. Российское наступление разбилось об украинскую оборону. И уже в понедельник на трибуне Мавзолея будет стоять главнокомандующий не победоносной, но гибнущей армии, который стоит перед острой нуждой в мобилизации, но политически не может ее себе позволить. Поэтому не стоит удивляться каким-то хаотичным, взаимно противоречивым действиям и заявлениям. Тот самый план, который пытается угадать весь мир, ожидаемые авторы этого плана сами рады бы угадать. Пожилая информационная автократия внезапно обнаружила себя в настоящей войне, к чему она не готова ни на уровне людей, ни на уровне институтов. Напоминаю, что в российском руководстве военных нет совсем, армия в России не политический субъект, а социальная норма у нас – косить от армии, а не бежать в нее добровольцем. Отсутствие у российского руководства хоть какого-то плана можно проследить по 2 недавним событиям. Первое такое событие, которое явно нам показывает, что никакого плана нету,
Это внезапное откровение главы МИДа России Сергея Лаврова о том, что у Гитлера была еврейская кровь. И поэтому, дескать, нет ничего удивительного, что Зеленский, также имеющий еврейские корни, возглавляет украинский неонацистский режим. Самые яркие антисемиты, заявил Лавров, это сами евреи. Скандал получился очень громкий. Нет ничего более оскорбительного, чем обвинить евреев, что они устроили сами себе Холокост. Вообще, тема Холокоста настолько чувствительна и болезненна, что влезать в нее с подобными рассуждениями, мягко говоря, глупо. Но вместо того, чтобы попытаться этот скандал замять, извиниться и сказать, что Лаврова не так поняли, МИД включил режим берсерка и продолжил упорствовать. На сцену вышла Мария Захарова с заявлением, что наемники из Израиля воюют в Украине бок о бок с бойцами Азова, а израильское правительство поддерживает украинских неонацистов. Понятно, что все эти рассуждения базируются на каких-то абсолютно пещерных представлениях деградировавшей российской дипломатии, да и всей властной верхушки в целом, об устройстве мира. В их представлении нацисты — это все, кто против них. И неважно, ни что они в реальности думают, ни являются ли они сторонниками вообще какой-либо идеологии, ни какая у них кровь, еврейская, украинская или немецкая. Когда глава Министерства иностранных дел ссылается на безумную конспирологическую версию о еврейском происхождении Гитлера, это с поразительной четкостью показывает всю глубину разложения этого ведомства. Скажем спасибо, что Лавров и Захарова пока еще не цитируют протоколы сионских мудрецов. Если бы у руководства России был хоть какой-то план по завоевыванию Украины, там было бы очень жирными буквами написано «Ни за что не ссориться с Израилем». Делать для этого все возможное. Фильтровать, как теперь говорится, хрюканину, отказываться от аргентинского кокса, изолировать от общения с прессой Марию Захарову. Потому что Израиль до сих пор оставался одним из немногих государств западного мира, пытающихся сохранить нейтралитет. Он не присоединился к санкциям, отказывал Украине в поставках оружия, а премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассматривался как возможный посредник на переговорах Москвы и Киева. Теперь, очевидно, этому всему пришел конец. Россия умудрился абсолютно на ровном месте разругаться с Израилем и усложнить свое и без того крайне тяжелое внешнеполитическое положение. Люди, у которых есть план, так себя не ведут. Осталось сделать следующий логичный шаг – опубликовать на сайте МИДа что-нибудь неуважительное по отношению к исламу, чтобы от России отвернулись даже последние союзники – Башар Асад и талибы. Другой пример, иллюстрирующий отсутствие плана у властей – это их отношение к главе католической церкви. У Папы Римского нет дивизий, но это моральный авторитет для более чем миллиарда человек. Влияние католической церкви сложно переоценить, особенно если дело касается стран Латинской Америки или Польши, играющей важную роль в текущей войне. Такого человека логично иметь, если не в своих союзниках, то хотя бы хоть в какой-то нейтральной позиции, тем более, что Франциск всегда себя позиционировал как человек, открытый к диалогу. Во второй день войны он, грубо нарушив дипломатический протокол, лично пришел в российское посольство в Ватикане, чтобы попросить прекратить огонь. Но вместо этого к Папе Римскому Россия повернулась не тем местом, с которым следовало бы к нему поворачиваться. Российский президент, жалуется понтифик, проигнорировал предложение о встрече. Путин, часами висящий на трубке с Макроном, принимающий за своим огромным столом кого угодно, за 2 месяца не удостоил главу Римской католической церкви даже 15-минутным разговором. Зато его удостоил своим разговором патриарх Кирилл. По словам Франциска, Кирилл по бумажке зачитывал официальную позицию российской пропаганды о причинах войны, за что Папа Римский сравнил его с алтарником, то есть слугой Владимира Путина. Зачем это нужно? Зачем демонстративно игнорировать и унижать одного из самых влиятельных людей в мире? Разве будут так делать те, у кого есть какой-то план по использованию дипломатических усилий? Того самого soft power для поддержки планов каких-то страны. Но правда в том, что никакого плана у России нет. И чем дальше, тем это становится очевидней. Это очевидно и по чисто военным мероприятиям. Войска то штурмуют Азовсталь, то не штурмуют. То наступают на Киев, то потом отступают так же стремительно, как приходили. Ракеты летят то на Одессу, то на Львов, то вообще непонятно куда. Очевидно, решения принимаются не исходя из обстановки на фронте, а исходя из политической целесообразности. Все это производит впечатление малоуправляемого хаоса, чем, скорее всего, и является. Легко понять, почему так происходит.
22 года путинского правления, если чему-то и научили политический, военный и административный истеблишмент, так это тому, что никаких планов строить не нужно, потому что они бессмысленны. Кто сейчас помнит о плане догнать Португалию по ВВП, например? Кто помнит о плане удвоения этого самого ВВП? Кому-нибудь нужны, например, майские указы Путина? Некоторые из этих планов были просто направлениями движения, типа «неплохо бы догнать португальцев». Другие становились вполне официальной программой, утвержденной формальными документами, обязательными к исполнению. Так было с легендарными майскими указами, например. Объединяет их одно – про них давно забыли. Никто не собирается отчитываться об их успешном завершении, да и спрашивать про это тоже никто не будет. Все планы и стратегии в России за последние десятилетия строились не ради реализации, а ради сиюминутных политических задач. Красиво ввернуть в какое-нибудь обращение к федеральному собранию, например, какой-нибудь план. Или выпустить миллион пропагандистских роликов по телевизору во время предвыборной кампании об открытии школ и больниц в рамках национальных проектов. Ну и так далее. Как только политическая задача исчезала, исчезали и планы. И все продолжали жить так, как будто их никогда и не было. Если даже в мирное время глубина планирования у отечественной бюрократии так невелика, а отношение к планам столь легкомысленно, то чего уж ожидать во время войны? Войны, к которой, очевидно, никто всерьез не готовился, и начало которой стало полной неожиданностью для всех, кроме нескольких особо приближенных к Путину силовиков. Мы не знаем о планах Путина не потому, что их как-то особенно хорошо засекречивают, а потому, что он сам их не знает. Он в совершенно новой для себя ситуации, которой никогда раньше не было. Его режим всю дорогу держался на массовой пропаганде, цензуре и точечных репрессиях. Это очень эффективный механизм, чтобы отучить людей от любой активности, чтобы разорвать связь между государством и обществом, чтобы значимое большинство не интересовалось итогами выборов, не ходило на митинги, а с меньшинством разберется Росгвардия. Его режим всю дорогу держался на пассивности, цинизме и неучастии. Теперь вот этому большинству, которому сознательно вбивали идею «моя хата с краю», вот им нужно продать массовую отправку на фронт и массовые смерти, непонятно за что. Но сделать это невозможно. Да, запуганные тоже Росгвардии, они вряд ли пойдут на митинги, вряд ли будут активно сопротивляться тому, что происходит. Но что будет точно, это массовый саботаж. А система сейчас и без того в ажитации. Ей не до поиска сотен тысяч и миллионов мобилизуемых по родственникам и дачам. Вести войну так, как она идет, тоже невозможно. Просто ждать, пока Украина получит все то, что ей обещано, и пойдет в контрнаступление. Невозможно просто ждать, пока армия физически закончится. Нет особой проблемы разгадать в общих чертах планы, когда они есть. Потому что когда планы есть, то все видимые события будут идти в какой-то логической последовательности. Когда мы видим череду экспромтов, сунулись туда, сунулись сюда, в понедельник заявили одно, в среду противоположное, то это не хитрый план, это отсутствие плана. Отсутствие плана, потому что никто не планировал оказаться в положении, из которого план надо строить. Чтобы у вас появился план, у вас должна быть понятная, а что еще более важное, осуществимая цель. Невозможно написать план, финалом которого будет вот какой-то такой вариант, чтобы рейтингу худо не стало. Это все равно, что в понедельник начать строить дом, а во вторник заняться похуданием, в среду резьбой по дереву, и все это с целью к воскресенью либо заработать $1 миллион, либо слетать в космос. Так планирование не работает. Если вы совершаете массу разнонаправленных действий, никак между собой не связанных, то в лучшем случае окажетесь там же, где и были, в точке возле нуля, но скорее всего понесете массу ущерба. Что на наших глазах и происходит. Вот такой вот управленческий гений Владимира Путина. С другой стороны, есть Украина. Цели и задачи ее руководства ясны, однозначны и неизменны с утра 24 февраля. Выбить оккупанта со своей территории. Эта цель понятна гражданам, они ее абсолютно поддерживают. Эта цель ясна войскам. Эта цель ясна военному и политическому руководству страны. Нет никакой двусмысленности и диких словесных конструкций, значение которых загадочно для самих авторов. Никаких операций по денацификации. Враг пришел на нашу землю и должен уйти, понеся максимальные потери. Цель войны легко объяснима даже на заре цивилизации. Как этой цели достигать, тоже очень понятно. Украина должна получить как можно больше оружия, как можно больше денег от своих западных партнеров и союзников, а Россия должна получить как можно больше санкций, чтобы деньги на войну у нее закончились.
Мы не должны с вами гадать о планах Украины и развитого мира. Не потому, что они не такие хитрые, как Путин, и не умеют скрыть намерения, а потому, что когда план есть, он виден. Есть цель и есть шаги по направлению к этой цели. Солдаты воюют, дипломаты выбивают деньги, оружие и санкции, вся страна работает на победу. Эта разница выливается в тот результат, который мы видим на карте и в сводках. Армия, у которой есть цель, ее достигает. Армия, у которой цели нет, бессмысленно мечется по местности, еще вчера растратив себя в наступлении на Киев, а сегодня облизывается на Одессу, завтра на Кривой Рог, везде несет потери, везде тратит людей, оружие и технику, а на сроке в 2 месяца постепенно сокращает свое территориальное присутствие. Не только из-за коррупции, плохой выучки и дурного руководства, а потому что нельзя достичь цели, когда цели нет. Как нет и повода считать, что таковое положение вещей хоть как-то изменится в обозримом будущем. Такой сегодня ролик. Конечно, не в таком ролике мне хотелось сообщить вам о рождении дочери, и она, наверное, когда-то его посмотрит и, увидит ролик, где это все сообщилось. Но какая жизнь, такие ролики, такие сообщения. Еще раз спасибо, кто поздравил. До завтра.